Ребят, всем привет! Сегодня я хочу снять вам обзор на очень интересную, очень популярную и до сих пор, наверное, очень красивую машину, которую когда-то после ее выпуска хотели очень многие. Я на самом деле в том числе. Это был далекий 2007 год. Эта машина зарекомендовала себя как очень надежная. Никаких проблем не возникает у хозяев, как правило, если правильно эксплуатировать. Да и вообще, это одна из немногих машин, которые с того 2007 года до сих пор ездят, и до сих пор их можно найти очень часто в идеальном состоянии. А поговорить я сегодня с вами хочу о Nissan Qashqai в кузове J10. Погнали! В этом видео я постараюсь поделиться с вами не общим обзором, а более предметно и детально рассказать вам о всех недостатках этой машины, более-менее известных, которые известны мне за мои 10 лет приблизительно разбирания в этих автомобилях. И я постараюсь вам дать какие-то советы, рекомендации. В общем, обзор будет не просто обзор, а, так сказать, познавательный. Поэтому, если вы собираетесь купить только Qashqai или его купили, конечно, обязательно смотрите, потому что будет очень много всего полезного, о чем многие, конечно, не говорят в силу их незнания автомобиля. Ну, а здесь я, конечно, не начинаю ни с задней части автомобиля обзора, я просто спрятался от ветра, потому что сегодня дичайший ветер, а машину надо как бы отдавать хозяину, поэтому снимать приходится сегодня. И, в общем, будем надеяться, что микрофон тут все, так сказать, весь ветер в микрофоне утихнет, и он тут справится со всем. Ну, начнем, наверное, мы с истории автомобиля. В 1999 году, после создания альянса Renault-Nissan, Карлос Гон, на тот момент операционный директор, а в будущем и президент компании, распорядился сосредоточиться на европейском автомобильном рынке. Нужен был срочно компактный кроссовер для европейцев, которые не могли себе позволить Touareg, X5, как раз те самые высокие, большие машины. А машина должна быть для европейца экономичная, дешевая и вместительная, повыше, чем седан. Дизайн этой машины был разработан дизайнерской группой Nissan Decision Europe, находящейся в Лондоне. Автомобиль был назван в честь племени Кашкаев, ну как бы городской кочевник и все такое. В феврале 2007 года Qashqai поступил в продажу. В то время у автомобиля просто не было конкурентов. Nissan Qashqai, по сути, стал основоположником нового класса компактных кроссоверов. Ну и, конечно, он пришелся по вкусу, как мы сейчас уже понимаем, по всем кроссоверам большинству населения Европы, ну и России в частности. Автомобиль Nissan был запущен в 2007 году, в феврале, в продажу. И по планам ниссановцев они должны были продать там около 100, по-моему, тысяч автомобилей. Но уже к концу 2007 года было продано более 160 тысяч авто. Более того, их даже не хватало для потребителей. И завод, тогда еще выпускавший их в Лондоне, перешел на трехсменный рабочий график. В России из этого числа вот за этот неполный год было продано более 15 тысяч автомобилей. Nissan Qashqai — это все-таки компактный кроссовер. И он прежде всего создавался для городских жителей, для их нужд. Просто нужна была машина повыше класса С, так сказать, и более вместительная. Поэтому очень многие владельцы часто путают эту машину с каким-то полноприводным SUV, там, кроссовером, да, и пытаются от него, от этого Qashqai, получить чего-то большего, чем на самом деле, для чего он создавался. В общем, короче говоря, это совершенно нет джип, не внедорожник и не какая-то там, знаете, попытка сделать внедорожную версию. Нет, это просто высокий класс С. То есть это конкуренты этой машины вообще, это Suzuki Grand Vitara, Hyundai Tucson, даже Tiguan, Mitsubishi ISX, Mitsubishi Outlander, в общем, их полно. Все среднеразмерные кроссоверы, но Nissan Qashqai из них, наверное, самый компактный. Поэтому ждать от него чего-то большего, наверное, даже не стоит. В 2008 году по многочисленным просьбам владельцев Qashqai машина была немножечко модернизирована. В частности, появилась семиместная версия. То есть людям не хватало места в салоне, да, потому что машина пошла в продажу, как я вам уже сказал, продана просто за 8 месяцев 160 тысяч, и поэтому как понятно, что она пользовалась бешеной популярностью. Так вот, людям очень сильно
сильно не хватало семиместных версий, на что все тот же Карлос Гон распорядился разработать версию с удлиненной базой. Эта версия была длиннее на 135 мм, у нее немножечко поменялась форма задней части, туда добавили 2 кресла, и Nissan Qashqai стал семиместным. И это опять было попадание в яблочко. То есть это было настолько желанно людьми, потому что ничего семиместного в классе C в принципе не было. Но тут опять навстречу всем пришел Nissan. И это было гениально. Вообще эта машина продавалась очень хорошо. Прям очень, вплоть до 2013 года. Кстати, напомню, что вот этот кузов J10 выпускался с 2006 по 2013 год. Значит, продавался он очень и очень хорошо. В 2012 и в 2013 годах эта машина была в десятке или в пятерке по продажам автомобилей вообще в принципе. Он выпускался не в этом кузове, да, это у нас уже рестайлинг, а в первом поколении. Затем в 2009 был разработан рестайлинг, да, немножечко модернизировали, как обычно, убрали свои косячки, которые были на этапе производства первой машины, первого поколения. Ну и, в общем-то говоря, по сути, что поменялось в рестайлинге? В рестайлинге поменялась, по большому счету, передняя часть, то есть немножечко изменились фары, немножко изменились бампера, немного изменились формы задних фонарей. Да, в общем-то, наверное, ну, естественно, решетка радиатора, это любимое дело у Nissan менять. Но, в общем-то, наверное, и все. По сути, как бы рестайлинг, по большому счету, больше исправлял ошибки дизайнеров и конструкторов Nissan, нежели пытался дать что-то людям новое. Салон практически не изменился вообще, но в то же время в салоне в первого дорестайлингового Nissan Qashqai, который выпускался, да, вплоть, по-моему, до 10-го вроде бы года, прям даже еще в дорестайлинговой версии. Так вот, в салоне были сверчки, да, у него была такая более жесткая подвеска, в отличие от рестайлингового. То есть там как раз производитель уже сделал подвеску чуть-чуть более энергоемкой. Немножечко модернизировал салон автомобиля. Причем не внешне, внешне они практически не отличаются вообще. Модернизировал его в плане сверчков. Везде поролона напихал, короче, сделал все как надо. Также, ну, естественно, была изменена форма фонарей, они стали уже современнее. Да, все-таки 9-10 год, уже машины более диодными фонарями пошли. Nissan тоже, в общем, не стал отставать. Ну и самое, наверное, главное, что многие тоже очень хотели бы получить, это с 2010 года Nissan Qashqai 1.6 стал на вариаторе. Хотя в дорестайлинговой версии 1.6 был только на механической коробке передач. В рестайлинге лучше стало держаться покрытие на ручках, на всех пластиковых штуках, на которых покрашено внутри салона. Перестала облезать краска с солнцезащитных козырьков. Не так стали рассыпаться рули, это у них больная тема. То есть очень сильно рассыпаться в плане вытираются рули. То есть к 100 тысячам пробега всегда руль у вас вытирался. В дорестайлинге очень сильно. После рестайлинга стало гораздо лучше. Ну и так по мелочи. Шумоизоляцию, кстати, улучшили в рестайлинге. В общем, много косметических, но достаточно больших изменений. Но глобально нельзя сказать, что, как вот, например, в моем Touareg, да, что дорестайлинговую версию как бы брать вообще не рекомендую. Нет, можно брать без проблем, вообще никаких трудностей. Что можно сказать об экстерьере автомобиля Qashqai? Ну, в общем-то, я могу сказать, что, я не знаю, может быть, со мной, конечно, кто-нибудь не согласится, что Nissan Qashqai, ну, выглядит реально здорово. То есть, по прошествии стольких лет, 14 лет прошло, эта машина реально еще актуальна на дорогах. Она выглядит красивее, чем большинство автомобилей, сделанных даже в наше время. Она выглядит красивее, чем все практически отечественные автомобили. В общем, я считаю, что Qashqai просто красавчик. И отделению этому лондонскому удалось сделать просто супер авто. По экстерьеру, что еще можно сказать? Ну, есть тут небольшие, конечно, есть ошибочки, да, так сказать, и недостатки. Например, свет фар достаточно слабый, и многие отмечают, что он действительно тухло светит, пока не поставишь сюда свой ксенон. То есть плохой свет фар, плохие отражатели. Омыватель фар вообще бесполезная опция. То есть льет много, толку мало. По большому счету, как бы его, конечно, надо отключать в любом случае, либо механически, либо электронно, потому что эта опция бессмысленна. Что еще? Да, в общем-то, и все, наверное, по дизайну. Он просто прикольный, и я вспоминаю себя в 2008 году.
когда были эти Ниссаны, да, это было очень давно. Я был тогда еще молод достаточно и занимался машинами, ездил, не помню даже, на чем я там ездил. На 99-й, что ли. Ну, в общем, я помню то время, когда эти машины проезжали по улицам, блин, я реально оглядывался и хотел эту тачку, и она была безумно желанна. Это был факт, я просто прекрасно это помню, потому что у меня даже была подруга с такой машиной, и как бы я кайфовал каждый раз, когда в нее садился. По кузову, кстати, что могу сказать? По кузову машина очень и очень надежна. То есть ржавчина — это вообще не об этой машине. То есть, чтобы она начала ржаветь, нужно попадать в ДТП, красить у араджанов в гаражах, да, и, грубо говоря, совершенно не следить за автомобилем, не мыть его. Здесь очень и очень надежная краска. Красили тогда безумно хорошо. То есть, если у вас будут сколы, то они так и останутся сколами. Если у вас будут какие-то притертости, то вообще никаких проблем не будет. Как видите, ну да ладно, это машина 13-го года, но если вы даже посмотрите, в принципе, машины 8-х годов, там, да, 9-х, они прекрасно были покрашены и совершенно не ржавеют во всех местах, которые делал завод. Краска отличная. Лакокрасочное покрытие отличное, грунт там отличный, чего вообще не скажешь на самом деле о современных Ниссанах, да, которые красят сейчас. То есть, если сейчас Nissan красит, это, блин, практически одна из худших машин по покраске среди всех японцев, чуть лучше, чем китайцы, только китайцы хуже красят, то как бы в те года эта машина была просто великолепной. И поэтому сейчас найти машины, например, там, да, 8-го года, там, да, которые уже 12 там, или даже 13 лет автомобиля, если вы найдете, очень легко найти машину в хорошем состоянии, реально легко. Достаточно, чтобы водитель просто не попадал в ДТП, ездил, сама по себе она не сгниет. Краска отлично. Кстати, один очень интересный факт про Qashqai. В 2007 году NASCAR производил тесты, краш-тесты этого автомобиля. И в том 2007 году эта машина заняла самое лучшее место по безопасности. То есть там, по-моему, 4 или 4,5 балла из 5 было у этого автомобиля по безопасности. То есть на тот момент это ни одна машина в тот год, да, в 2007 точно, я просто даже читал об этом, о безопасности, о краш-тестах. Ни одна машина не была настолько безопасной, как Nissan. Как это удалось, Qashqai конкретно, как удалось это инженерам, непонятно. Но, видимо, вот, что называется, тогда люди могли. Ну что, давайте поговорим о движках. Итак, по двигателям Nissan Qashqai. Машины в Россию поставлялись с двумя двигателями только. 1.6, 114 лошадиных сил, и 2-литровый, 141 лошадиная сила. Оба двигателя цепные, оба достаточно надежные, но каждый из них имеет свои небольшие особенности, я о них расскажу. По коробкам. До 2011 года с мотором 1.6 шла пятиступенчатая механическая коробка передач. С 2011 года машина начала комплектоваться вариатором. Это было очень необходимо, поскольку не всем нужен был 2-литровый двигатель, но очень многим хотелось как бы не заниматься переключением передач, особенно девушкам, да, слабой половине. По 2-литровой машине коробки были и механические, и на вариаторе. Привод был и полный, и передний. 1.6 всегда шла только с передним приводом. Также это машины, которые поставлялись в Россию. Также в Европе, для Европы, были дизельные моторы. Там, по-моему, 1.3, 1,5-литровый и 1.6, кажется. Да, по-моему, такие дизельные моторы. Привод был передний, полный у автомобилей. И самый, наверное, лучший Qashqai, который может быть, да, который делался, естественно, для Европы, мы же в России живем. Так вот, этот был 2-литровый мотор дизельный на полноценной автоматической коробке передач. То есть
если вам вдруг каким-то образом попадется 2-литровый дизель на автомате, да, 2 литра КПП, то эта машина, наверное, ну, самая надежная по всем абсолютно параметрам, поскольку и дизелек у Renault Nissan был офигенный, да, но о нем я не буду сильно вдаваться в подробности, потому что у нас в России это все машины только привозные будут, у нас они не продавались. И еще и коробка был гидротрансформатор. Кстати, по поводу коробок. Все коробки для Nissan Qashqai делала компания Jatco. Не было там ни Aisin, не было каких-то еще других, да, вариаций, только компания Jatco. Причем коробки были абсолютно разные. Подробнее о двигателе 1.6, в котором 114 сил. Это как раз наш данный экземпляр. Этот двигатель — это, так сказать, модернизированная версия реношного двигателя К4М. Что это за двигатель? Да это двигатель, который вы встречаете вообще практически в любом автомобиле Renault, который вам просто попадается на глаза. Это Fluence, это Logan, это Scenic, это Almera, это Renault Megane, это Duster, это Fluence. В общем, блин, этот движок 1.6 это просто must-have на все, что если вы видите 1.6 Renault, то это вот, скорее всего, будет вот этот вот движок стоять. Двигатель 1.6, как я уже говорил ранее, очень надежен. Он цепной. Гидрокомпенсаторов тут нет. Если появится какой-то посторонний звук или шум с двигателя, да, то, скорее всего, придется просто ехать, регулировать зазоры клапанов. Это не очень дорогое мероприятие и не очень страшное. Ну, грубо говоря, там раз, смотря, конечно, как вы за ним следили, но раз в 100-150 тысяч, может быть, понадобится регулировка клапанов. У этого двигателя также, конечно, есть несколько таких недостатков, что ли, которые можно, если так можно назвать, у двигателя, который, в принципе, не ломается. Этот двигатель легко проходит 200 тысяч километров без капиталки, в принципе, да, при должном обслуживании. Но у него есть несколько таких вот ярких недостатков, да, о которых вы, в принципе, можете услышать. Первый — это будет свист двигателя. Если вы услышите небольшой свист, то, скорее всего, эта проблема будет в ремне генератора. То есть его нужно либо по-русски пшикнуть ВДшкой, это ненадолго, а-ля на продажу, либо на самом деле просто подтянуть или заменить. Это недорогой узел. Вторая проблемка — это прогар кольца выхлопной трубы. То есть если при средних оборотах приблизительно вы слышите такой более яркий, такой прерывистый звук гоночный, да, то, скорее всего, нужно поменять просто прокладку и ехать дальше. Это стоит недорого, в общем-то, это абсолютно нормальная проблемка. Третья проблемка — это вибрация двигателя. Скорее всего, причиной может служить умершая подушка двигателя, правая, по-моему. Насколько я помню, у них постоянно умирает правая подушка двигателя раньше, чем остальные, да, то есть это как бы маленький недостаток, заменили, поехали дальше. Ну и, наверное, четвертый недостаток, это достаточно крупный, это то, что этот мотор очень плохо заводится при минусовых температурах, а-ля там минус 20 и ниже. То есть если он у вас не в идеале, да, если вы его, так сказать, в режиме сел-поехал используете, то он вас может подвести. Более того, он так плохо прогревается, что можно даже подгазовывать, в принципе, от минус 20 и ниже приходится даже подгазовывать, помогать ему. То есть, грубо говоря, этот мотор реально мерзнет. Это есть такая проблемка. Кому вообще подойдет этот двигатель? Этот двигатель, наверное, 1.6 подойдет, скорее всего, тем людям, кто вообще никуда не торопится, как, например, дамам, людям пожилого возраста, может быть, каким-то взрослым людям или сверхспокойным. Потому что этот мотор, он вообще никуда не торопится. И представьте себе, если на Логане, на механике его хоть как-то можно раскочегарить в угоду, в угоду его ну, грубо говоря, попортив его как следует, то на этой машине, большой и тяжелой, конечно, этого двигателя вообще не хватает. То есть динамики здесь нет никакой, от слова совсем. Это для спокойной езды автомобиль, в общем-то, ничего он вам не сможет показать, но самое главное, наверное, все-таки, да, при покупке такой машины, особенно при том, что она считается бюджетной, это, наверное, надежность. И вот здесь он справляется на все 100%. По двухлитровым двигателям Nissan Qashqai. Это очень-очень-очень распространенный двигатель, опять-таки, в этой сети, да, Renault Nissan. Они ставятся на Renault Koleos, ставились на Clio, на Fluence.
В общем, очень много количества машин. Если вы видите двухлитровый двигатель, то, скорее всего, это он, либо его какая-то модернизация. Этот двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому там тоже при случае какого-то стука, скорее всего, нужно регулировать клапана. Это вот самый вот простой вариант. Он, естественно, цепной тоже. Сверхнадежный, да, при должном обслуживании может проходить у вас 300 и более 1000 километров. Кстати, двигатель 1.6 и двигатель 2 литра по регламенту имеют замену масла раз в 15 тысяч километров. Естественно, эта замена масла касается только европейцев с их погодными условиями. В нашем климате необходимо менять масло минимум раз в 10 тысяч километров, а лучше даже раз в 7,5. Только тогда у вас не будет кучи проблем и с нагаром, да, и вообще движок будет ходить достаточно долго. Проблемы двухлитрового двигателя тоже, конечно же, имеются. Они у него свои. Но один из них, конечно, как и у всех Renault Nissan, это свист ремня генератора, да, подтягиваем ремень, либо его меняем. А другая проблема – это растяжение цепи. Заметить это можно, если у вас неравномерный холостой ход, провалы, потеря мощности. И даже ни к чему страшному это не ведет. Всего лишь замена цепи, и как бы никаких проблем в дальнейшем это с мотором не будет. Просто поменяли и поехали дальше. Что еще? Еще у моторов 2 литра может быть повышенный расход масла, особенно после 100 тысяч километров. Как правило, это происходит из-за нагара в цилиндрах, либо из-за смерти маслосъемных колец. По большому счету даже происходит это из-за того, что человек меняет масло раз в 15 или просто заливает масло, так сказать, которое Бог пошлет. А если часто обслуживать, как я уже вам сказал, раз в 7,5 и качественным маслом, да, то этих проблем у вас, в принципе, даже и не будет после 100 тысяч километров. Еще есть проблемка с дроссельной заслонкой. Если у вас плавают обороты, то, скорее всего, ее нужно почистить. Ничего сложного в этом нет, страшного тоже. И вообще, на самом деле, у этих двигателей 1.6 и 2 литра, да, ничего страшного и криминального нет вообще. Что-то типа там загибания клапанов или там капиталки постоянные. Нет, это нужно совсем не любить свою машину, да, ну, в общем-то, их и так не любят, но они все равно не ломаются. Чтобы испортить эти движки, они очень и очень надежны. Не доставят вам вообще никаких хлопот. Кстати, еще надо быть, знаете, в чем внимательным? Когда закручиваете свечи, меняете, ну, не вы, а мастера, надо быть очень внимательным, потому что машина должна быть точно холодной, и нельзя их перекрутить. Иначе вы просто можете получить трещину головки блока цилиндров, а это приведет к большому попандосу и серьезному ремонту. А поскольку свечи рекомендуется здесь менять раз в 30-40 тысяч, то об этом просто думайте и знайте. Ну что, теперь коснемся коробок переключения передач. Значит, с 5-ступенчатой механикой там все очень просто. Она супер надежна. Из проблем может быть только, если вы услышите легкий гул, водитель может услышать, то это первичный подшипник первичного вала. Подшипник первичного вала, его, возможно, надо поменять, он загудел. По поводу сцепление, оно ходит от 80 и дальше, все в зависимости от того, как вы будете ездить на этой машине. Ну и, в общем-то, больше-то никаких проблем-то и нет. Надо только время от времени менять масло. Коробка механика, конечно, больше подойдет жителям сельской местности и же с ними, потому что на ней можно и побуксовать, на ней можно поваляться в грязи, короче говоря, тянуть тяжести, подниматься в горку. В общем, все то, что не разрешает вам особо делать вариатор, можно делать на механике. Поэтому машины на механике, они просто, ну нереально сверхнадежны. Те самые наши движки, да плюс механика, и это просто вечный автомобиль. По поводу вариаторов. Значит, вариаторы на Nissan Qashqai делала компания Джатка. Мастерила их все. Если кто не знает, то на 2-литровый и на 1.6 Qashqai устанавливаются разные вариаторы. На Qashqai 1.6 с мотором на 1.6, да, с 2011 года, когда начали устанавливать вариатор, туда устанавливается GF015E. Это, так сказать, облегченная версия вариатора 2-литровой машины. Облегчили ее по размерам, по весу, по мощностям, по валам внутри. И даже цепь внутри
цепочка стала меньше. Это, конечно, пагубно сказалось на этом вариаторе, поэтому если у вас машина с двигателем 1.6, то на нем вообще никак нельзя ни гонять, ни буксовать, ни возить тяжести, ни ездить в горку и так далее. Все, что ограничения для вариаторов. Поэтому будьте внимательны, если покупаете вариатор и движок 1.6, то будьте внимательны, чтобы не владел какой-нибудь молодой парнишка, который из машины все соки выжил, из этой надежной. Вариаторы эти не очень долго ходят, да, ну хотя, с другой стороны, если на них ездили как раз вот те самые спокойные, неторопливые люди и домохозяйки, то они-то как раз на них не гоняли, и только поэтому, видимо, вариаторы 1.6 все-таки выживают. По поводу двухлитровых машин, значит, на двухлитровой Qashqai устанавливался вариатор GF011E. Достаточно надежный агрегат, много он где ставился, как обычно у Renault Nissan. В принципе, ничего плохого про него сказать нельзя. Самое главное — менять масло раз в 30-40 тысяч в нем. Ну и, в принципе, как обычно, все правила для вариаторов — это не стартовать с места, не буксовать, да, не перегружать в горку его и так далее. А, в общем-то, достаточно надежный узел вариатор от 2 литров. Третий вид вариатора, который устанавливали, это на Nissan Qashqai Plus 2, 7-местный который. Там стоит вариатор, не помню его аббревиатуру, короче, от Nissan X-Trail тех лет. Это сверхнадежный вариатор, который вообще не знает бед на Qashqai Plus 2. Поэтому маленький вам лайфхак. Если вы выбираете Nissan Qashqai либо обычный, либо Plus 2, то знайте, что в Plus 2 вообще неубиваемый вариатор стоит. Его просто невозможно уничтожить, потому что машина легкая, он на X-Trail-то живет, а на Qashqai он вообще никогда не умирает. Вариатор, который устанавливался на обычный Qashqai, он, наверное, самый надежный из всех вариаторов Nissan Qashqai и этого поколения, и следующего, вот на 2-литровом. На Qashqai Plus 2 там вообще просто убийца, но вот даже на обычном он очень надежен. Он надежнее, чем вариатор на следующем поколении Qashqai'ев. Вариатор, который ставился с двигателем 1.6, да, тот слабенький, с ним будьте внимательны. Он ставится на многие автомобили Renault Nissan, на очень многие, и ставится он по сей день. То есть эта машина, например, он ставится на любимый мой Captur, тоже на 1.6 ставится именно вот такой вот слабенький вариатор. С ним надо быть очень аккуратным. Сколько он протянет на Каптюре, например, я пока не знаю, но точно знаю, что если не менять масло раз в 30-40 тысяч, а это обязательно для него, то он как на Qashqai'ях точно на 120 приблизительно выдавал проблему. И оттуда еще пошли как раз многие разговоры, как у Nissan Qashqai'ев летят вариаторы. Ничего подобного не было, просто как обычно дилер рекомендовал не обслуживать его или менять там раз в 200 тысяч. Ну и кто этому, так сказать, совету следовал, у тех проблемы и возникали. Обязательно менять масло в вариаторе раз в 30-40 тысяч. С чисткой поддона от металлических частей, заменой фильтра и так далее. Это обязательно. В случае с 2-литровым мотором, где очень надежный вариатор, тот самый вариатор на 2-литровых, он очень ремонтопригоден, очень недорогой в обслуживании. Его очень легко найти на него запчасти, потому что намного машин выпускается и действительно мало ломается, то есть проблем с ремонтом нет. Если все-таки у вас возникла необходимость ремонтировать этот вариатор, то будьте очень внимательны, обращайтесь только в надежную, проверенную контору. Вот у меня, например, есть такая контора по ремонту вариаторов в Друзьях. Значит, почему? Потому что, например, вариаторы у 2-литрового Qashqai и у Qashqai Plus 2, они абсолютно несовместимы. То есть это разные, по сути, конструкции. То же самое можно сказать о вариаторах для 2-литровой и для 1.6 машины. Гидроблоки у них у всех разные, мозги. То есть, в общем говоря, будьте внимательны, потому что Nissan постепенно с каждым годом, да, там в 10-х, в 11-х годах немножечко модернизировал свой вариатор, и модернизировал также и мозги, прошивку, да, гидроблок. Поэтому будьте внимательны, если у вас машина 8-го года, и вы ремонтируете вдруг вариатор, то имейте в виду, например, мозги от 11-го года вам вполне могут не подойти, и вариатор просто не поедет. Поэтому очень важно внимательно ремонтировать, и просто год от года, там есть модификации, подбирать гидроблоки для этого вариатора, если уж вдруг вам надо будет его отремонтировать. Что можно сказать по поводу полного привода Qashqai?
Здесь используется многодисковая электромагнитная муфта. Она сверхнадежная, и так же, как и полный привод у этого Кашкая. Очень надежный узел. Главное, чего он не любит, да, как и любая электромагнитная муфта, это перегрева. Ну, то есть, соответственно, все то же самое. Как и не любит вариатор, так и не любит полный привод. Не буксуем, не газуем в горках, не нагружаем машину и не давим газ в пол. Никаких проблем полный привод вам в этом Кашкае не доставит. И как бы даже при перегреве, насколько я помню, могу ошибаться, он, по-моему, просто отключается на время, пока не остынет. Ну и, конечно, перегреваться он, естественно, не любит все-таки. В остальном полный привод здесь сверхнадежен. Что можно сказать по поводу подвески Кашкая? Она также нереально надежна, как и почти вся машина. В общем-то, ну это, наверное, не удивительно для японца европейского происхождения, но, тем не менее, здесь очень надежная подвеска. Она практически не будет доставлять вам проблем, если не считать какие-то вот мелкие расходники проблемами. Например, здесь до 100 тысяч точно не доходят сайлентблоки, точно не доходят стойки стабилизатора, скорее всего, втулки стабилизатора не доходят, в общем-то. Ну, есть еще такие проблемы, как я слыхал, что может начать скрипеть у вас шрус, да, немножечко, но это и то решается не заменой шрузы, как правило, да, на подъемнике просто пыльник убираете, смазки туда наталкиваете, то есть проверяйте, короче, сначала смазку, то есть это даже тоже не проблема. Амортизаторы ходят больше сотки, пружины ходят больше сотки. Блин, это чертовски надежная подвеска, и на самом деле, меняя только лишь резинки и колодки с дисками, можно здесь больше в ней, в принципе, ничего не делать. По жесткости подвески я бы назвал ее умеренно жесткой. Она не блещет сверхкомфортом, но тем не менее, как правило, на них устанавливаются, ну вот как здесь, например, 16-е, ну максимум 17-е, и то как бы вряд ли. Скорее всего, будут 16-е колеса с высоким профилем, да и плюс подвеска такая достаточно сбитая. В общем, она плотная, упругая, и в рестайлинге даже чуть-чуть помягче стала. Ну, в общем, комфорт у вас будет достаточно высокий. То есть она подойдет для городских приключений. Ну что, пора переходить в салон. Что можно сказать про багажник Кашкая? Да нечего особо сказать. Напоминаю, да, как раз тем самым владельцам, кто все думает, что это джип. Нет, это машина С-класса, только высокая и чуть-чуть попухлее. Поэтому багажник здесь особым объемом не отличается. Он 352 литра. Что хорошо, сидушки падают почти в ровный пол, достаточно квадратное вмещаемое пространство. Ну, вот здесь, правда, высокий бортик есть, но сама машина не так высока, поэтому, в принципе, ничего страшного. Но вот, как бы, небольшой угол есть. Что и тут еще? Ну, в общем, по мелочи все. Ого! Хозяин этой машины явно готов потушить любого. Вот это да, первый раз вижу такой огнетушитель. Ну, в общем-то, видите, что владельцы этих автомобилей, как правило, даже с собой вот такие вот огнетушители таскают. Я не удивлюсь, если я сейчас найду еще аптечку и все такое. По поводу багажника можно сказать, что он, в принципе, достаточно комфортный для перевозки по городу. Сюда прекрасно влезает коляска в сложенном виде, куча сумок каких-то продуктовых лезет. Ну, в общем, блин, достаточно большой багажник. И все-таки не С-класса автомобиль. Сидушки падают практически в ровный пол. Это очень удобно. Значит, что тут еще у нас? Запаска полноразмерная. Да, в общем-то, особо-то сказать нечего. Не Шкода, конечно, крючочков, ничего такого вы здесь не найдете. Но, знаете, хорошо, что он есть. И как бы многие очень как раз с легковушек и пересаживаются из-за багажника на тот самый Кашкай. Все-таки в него влезает достаточно много. А кому влезает мало, тот просто устанавливает рейлинги на крышу, а туда вставит какой-нибудь пластиковый бокс а-ля Тулли. И у вас проблем нет. Кашкай становится просто грузовиком. Например, владелец этой машины точно так делает. Я видел его с багажником Тулли на крыше. Ну что, перейдем тогда в салон, там пару слов скажем. Итак, начнем с заднего сидения. Значит, сейчас я попробую сесть за собой. У меня, напомню, гигантский рост, порядка 170 сантиметров. В общем-то, лично мне сидеть здесь
Ну, у меня здесь просто вагон места, если честно. Как в Шкоде Октавии. Я сейчас сижу сам за собой, и у меня еще приблизительно 12 сантиметров в коленях. Это немало. Что здесь есть по комфорту? Да ничего здесь нет вообще, кроме опускать зеркала и стекла, в смысле. Стеклоподъемники электро, да, в нормальной комплектации. Да и подлокотник. В общем-то и все. Больше владельцу Nissan, в принципе, здесь нечего ловить. Голова у меня не достает, то есть сидеть сзади можно долго. Спинка не регулируется по наклону. В попу постоянно упираются... Что тут постоянно... понятно. В попу постоянно упираются заглушки для ремней безопасности, куда их втыкаешь. Но самое главное, наверное, что здесь можно комфортно доехать достаточно длительное время, потому что все-таки место есть, более-менее такая полувертикальная посадка, и на самом деле мне здесь, если честно, мне здесь удобно. На дальняк ездить можно вообще без проблем. Стекла до конца не опускаются. По движению. Как я уже говорил, Qashqai достаточно имеет упругую энергоемкую подвеску. Нет, наверное, энергоемкую слово здесь не подходит. Она скорее упругая. Вы будете скакать на ней. Короче, подвеска на самом деле чем-то напоминает, наверное, если кто ездил, может, Renault Captur. Ну, а если не ездил, то просто она не очень мягкая, но достаточно упруго сдерживает мелкие неровности. На крупных, конечно, будет бахать. Ну, эргономика, как и водится, Renault Nissan, так себе, это не ВАГ. То есть, например, если вы захотите опуститься пониже, то так же, как и в Каптюре, у вас это не получится. Несмотря на регулировку сидушки по высоте, ниже, чем вот сейчас я сижу, опуститься у меня не получится. И это, конечно, не очень удобно, потому что лично я бы хотел опуститься пониже, но здесь все время идет имитация джипа. По поводу руля. Вот даже здесь при пробеге под 130, ну, руль уже, конечно, немножко подстерся. Но надо отдать должное, все-таки поменяли они пластик хорошо, потому что пластмасса не стирается. Вот эти вот места, где находятся кнопки, да, мультируль, они не стираются. Также не стираются и ручки, что тоже очень хорошо, потому что в дорестайле даже ручки эти стирались. По маслу здесь есть датчик, если что. Поэтому каждый раз, когда вы заводите, то датчик уровня масла вам сразу же предупреждает, что... Вот полицейский. Да, очень упруго. Датчик уровня масла предупредит вас о масле. Минимум, максимум, средний. Просто заводишь машину и все. Это интересная опция, почему бы и нет. В этой комплектации... Это для 1.6 это максималка. В этой комплектации у владельца есть полный электропакет, круиз-контроль, мультируль, управление магнитолой, датчик света дождя. Есть у него также, сейчас покажу вам, есть у него также мультимедиа, головное устройство, правда древнее, как Мамонт, но оно все-таки есть, с картами навигации, которые вам никогда не пригодятся. Ну и в общем-то говоря, здесь есть Bluetooth, камера заднего вида. Ну, карты, я не знаю, зачем они здесь сделали. Ну, для красоты тогда было модно, в принципе, почему нет. В общем, вот так это все выглядит. По качеству звучания. Звук здесь, ну, я бы сказал, что, наверное, выше среднего. Здесь опять японцы молодцы. То есть, как бы это прям не вау все уровни, да, все звука, но, тем не менее... В общем, звук есть, его можно поднастроить, и он как бы есть. На максималку, конечно, его не послушаешь. Очень прикольно сделаны вот здесь вот на втором экране, да, на бортовом компьютере приборная панель, потому что в ней отображаются все и очень крупные, как будто бы все вот думали реально о людях пожилого возраста, потому что здесь все очень читаемо. На этом бортовом компьютере крупные символы, крупные буквы, крупные знаки, все видно издалека. Это прям пипец, как очень удобно. Что еще у нас здесь есть? Складывающиеся зеркала вот тут есть. Это опять-таки, естественно, как опция.
в комплектации, но прикольно, городская машина, зеркала складывают, все как положено. Что можно еще сказать по салону? Да, в общем-то, ничего, машина на каждый день, блин, прикольная. Вот в данном случае у меня 1.6 овощной вариант, поэтому на нем газовать бессмысленно. Она просто едет и едет. Вот как бы до 2000 оборотов спокойно едет. Вот, кстати, у хозяина расход показывает 9,3. Насколько я знаю, по большинству отзывов владельцев, средний расход автомобиля 1.6 и 2 литра составляет приблизительно от 9 где-то до 12 литров. Если, соответственно, ехать на круизе, да, и очень спокойно на вариаторе, то на самом деле он достаточно экономичен, но он чуть-чуть больше жрет, чем механика. То есть этот вариатор же изначально создавался, да, как суперэкономичная коробка. Ну, в общем, он действительно достаточно экономичен. Вот у владельца показывает 9,3, но он, я знаю, ездит не по кольцу, не на круизе, а ездит по городу, и время от времени все-таки пытается подумать, что у него спорткар, поэтому может даже притопить. Но вот если я нажму на газ, я даже боюсь сказать до конца. Но хотя, кстати, не бойтесь, если вариатор разогретый, на ходу вы можете спокойно нажимать газ-пол. То есть главное разогреть его, хотя бы минимум 60 градусов должна быть температура. То есть масло в вариаторе разогреть. Тогда вы можете нажимать газ-пол, ничего страшного не будет. Но ни в коем случае на холодную не нажимайте, когда еще масло холодное. Если у вас будет перескакивать там ремень, да, по валам, грубо говоря, то это будет очень плачевно сказываться на их качестве, потому что образуются рубцы, задиры, металлическая стружка и вся вот эта ерунда, которая мешает коробке. Сейчас я попробую нажать газ-пол, конечно, и продемонстрировать самому себе этот двигатель. Но мы с вами понимаем, что его покупают совершенно для другого, не для того, чтобы нажимать газ-пол. Ну, смотрите. Кстати, обороты показали, что они на 5000 увеличились до 5000. Ну, машина как-то там что-то там где-то поехала. Ну, в любом случае, будь это механика, конечно, было бы быстро и можно было бы что-то выжать из этой машины. Но поскольку это еще и вариатор, то, как бы, конечно, ничего особо выжать у нас здесь не получается. Да, он много ревет, но мало едет. В общем, по управлению отлично, по комфорту отлично, шумоизоляция отлично. Есть здесь, кстати, яркие минусы. На что в основном жалуются владельцы Nissan? Это, как правило, на климатическую установку. То есть, грубо говоря, эта машина очень-очень долго греется. Причем неважно, 1.6 это или 2 литра. Она очень долго прогревается. И это не какие-то там, да, эконом-варианты, которые двигатели экономичные, думаем о безопасности, как бы могут напарить дилеры Nissan, да, чтобы не устранять эту проблему. А это реально конструктивный недостаток, который сделал Nissan. И так и не исправил его даже в рестайлинге. В чем он заключается? Первая причина – это неправильно отрегулированная заслонка в печке. Она находится внутри, и на заводе у большинства машин она просто неправильно отрегулирована. То есть в ней, грубо говоря, она дает не такой поток воздуха, как вам нужен. Вторая причина неправильной, не работающей нормальной печки – это слишком плотный антифриз, который заливали с завода. То есть он тоже не особо предусмотрен для наших климатических условий. Ну и третья причина – это датчик. Вот здесь вот у правой ноги водителя есть датчик температуры в салоне. Значит, все эти проблемы легко решаются. То есть датчик температуры можно вставить, вытащить, пошевелить, он может заработать корректно. Антифриз нужно поменять на более подходящий для наших климатических условий. Ну и третье, что там у нас? Заслонка. А ее тупо можно отрегулировать. В общем, все эти проблемы на самом деле у Nissan регулируются. Просто большинство владельцев реально привыкло, ну, скорее пожаловаться, что, типа, ну, должны же быть хоть какие-то недостатки у наших автомобилей. Поэтому так и ездит, что у них постоянно включено где-то 23-24 градуса, и не в авторежиме работает климат, а работает просто посильнее, ну, чтобы реально согреться, потому что ты можешь вначале 20 минут ездить по городу, а машина у тебя так и не согреется, тебе будет реально холодно. Это огромный, большой недостаток, наверное, пожалуй, такой вот самый крупный у J10 кузова. В остальном, блин, ну, как видим, да,
Ничего тут, ни хром не облезает. Качество машины отменное. Немножечко шаркается руль, но извините, к 130 почти пробега, но это, наверное, нормально, тем более в одном месте. Сидушки не рвутся. Ничего тут не стачивается. Короче, это очень добротный салон. И, в общем-то, внутри я не могу даже сказать каких-то ярких. Вот, например, у этой машины 2013 года до сих пор оригинальное лобовое стекло. Да, хозяин может достаточно педантичен и ездить аккуратно, но он же все равно, я знаю, у него есть дача, он все равно ездит за 100 километров от города. Но у него даже стекло лобовое без жирных сколов. Ну, понятно, что он на ней больше 110, наверное, не ездит, но все равно камни ему прилетали 100% за 7 лет сюда. Но стекло оригинальное, ниссановское. Оно, кстати, без обогрева? Или с обогревом? Без обогрева. Оригинальное ниссановское стекло в полном порядке. То есть оно, блин, без царапин, без сколов, от дворников не затерто. Все достаточно качественно. И если можно применить такую фразу, хоть японские машины всегда надежнее, но вот если можно ее применить, то я бы сказал, что тогда, как обычно, могли делать. Поэтому эти машины ездят до сих пор. И вот салоны у них вот в таком вот идеально новом состоянии. Итак, ребят, мой обзор подходит к концу. Все, что знал, все, что мог, я вам рассказал о Кашкае. В общем-то, все, что не рассказал, можете рассказать в комментариях. Что я хочу сказать? Советовал бы я эту машину? Да, конечно, советовал. Я считаю, что если вам нужна машина повыше, да, и вы хотите все еще выглядеть как-то более-менее актуально на дороге, как это выглядит сейчас Кашкай, да, то, наверное, лучшего автомобиля просто не найти. Почему? Да потому что на сегодняшний день, в 2020 году, эта машина рестайлинговая, ну, например, вот как данный экземпляр, да, там, 2013 года, или там хотя бы там 12-х годов. Такую машину можно купить живую от 550 тысяч рублей. То есть за 550 тысяч рублей я найду вам такой живой Кашкай, 2-литровый, да, на вариаторе. И, блин, это будет просто реально единственная, наверное, возможная машина, которая будет иметь 2 литра мотор, иметь более-менее места больше, чем в легковушке, и стоить такие вменяемые деньги. И самое главное... Самое главное, у нее будет хорошее лакокрасочное покрытие и, в принципе, более-менее приятный салон, который поживет еще долго. Самый еще какой момент интересный. На этих машинах никогда не горцевали наши нерусские друзья. И поэтому эта машина, короче, никогда не была в такси. И поэтому ее вполне легко найти с пробегом, например, 140, 130, 150 тысяч километров. Понятно, что меньше 100 не найдешь. Практически нет. А если кто-то и нашел, то это из области фантастики от друга слышали. Конечно, ее можно найти с пробегом до 150 тысяч километров. И это очень хорошо, поскольку, как бы, ну, блин, этих машин продано много. На них ездило много женщин, много взрослых людей неторопливых. Эти машины будут не ушатанные, не убитые. И, в общем, я считаю, что это просто одно из лучших приобретений до 750, до 700 тысяч рублей на вторичном рынке. Ну, на этом мой обзор подходит к концу. Если вам все это понравилось или что-то было полезно, обязательно пролайкайте. Если что-то есть добавить чего, то пишите ваши комментарии. Ну, а я прощаюсь с вами до следующего обзора. И только лишь могу сказать о том, что это очень и очень хороший Nissan Qashqai, который я всем рекомендую к покупке. До новых встреч, пока! Я постоянно меняю позиции, потому что что-то нереально похолодало с плюс 6 до плюс 3 с огромным ветром, и я просто реально начинаю замерзать. Начнем с заднего сидения. Попробую сесть сам за собой. Рост у меня гигантский, почти 170, по-моему, 9 сантиметров. Сколько у меня роста? 170.
178, по-моему. Нет. Кстати, прикольно. Столько места тут. Упс. А тут же ездило 2 детей. Фак. Упс. О.